Приветствую вас, друзья! Я Владимир Козловских. Это канал «Золото, валюта, богатство». Перед тем, как перейти к обещанному краткосрочному прогнозу по золоту, я дам небольшой комментарий по рынкам. Мы, создавая общую картину рынка в золоте, пока не успели дойти до сырья и фондовых рынков. Но забегая вперед, скажу, что то движение в нефти и акциях, которое происходит последние несколько недель, расценивается большинством как небольшая регулярная коррекция. Но если на рынке посмотреть в правильном, неинфляционном представлении, а в золоте, то более вероятным видится либо достаточно глубокая коррекция к значениям середины-конца 2020 года, либо поход к новым минимумам ниже минимальных значений 2020 года. По крайней мере, по времени окончания коррекции на российском рынке предварительно пока видится где-то не ранее апреля-мая. Для фондового рынка, особенно западного, это объяснимо. Причина этой коррекции проста. Постепенно раскручивающаяся инфляция начинает сильнее влиять на себестоимость производства, нежели на цену возможных продаж, которые держат за Фаберже закредитованность покупателей. Грубо говоря, спрос есть, а бабла, то есть платежеспособного спроса за собственные деньги, нету. Причины этого фундаментальные, но пока мы их касаться не будем. Завяжем лишь узелок на память словами Путина на Валдае о том, что капитализм себя исчерпал. ВВП за 20 лет очень скупо по крупицам, но свою экономическую стратегию обозначил. Почему скупо? Так это же стратегия. А где вы видели, чтобы о настоящей стратегии болтали на каждом шагу? Разведки на их добычу лобы себе расшибают. И вы хотите, чтобы профессиональный разведчик взял и вот так все слил? Что он, Горбачев какой-нибудь, что ли? А стратегия рисуется четкой, крайне стройной, эффективной и, самое главное, абсолютно объективная. Но об этом мы попозже поговорим. Если инфляция продержится еще пару кварталов или усилится за это время, а это очень вероятно, то начнут сыпаться длинные технологические цепочки. То есть начнется падение объемов производства из-за недопоставок. Так было в России в 90-х. Но самое главное, сломаются процедуры корпоративного планирования, основывающиеся на догматах экономикс, то есть на всем Западе. Об этом неустанно манифестирует Михаил Хазин и пытается предложить лекарства балансовых методов планирования. Но пока все к этому глухи. На Западе, впрочем, как и в большинстве других экономик, отсутствует навык планирования при инфляции больше 20-25%. Поэтому страдать будут большие крупные структуры, потому что будут жить в условиях постоянной коррекции планов. Если такое состояние реализуется, то экономики, в которых это произойдет, постигнет существенное упрощение укладов. То есть не переход в 5 и 6, а возврат в 3 и 2. Инклюзивная экономика – это, собственно, об этом. Она о необходимости и о методах перехода вперед в прошлое. У нас такой переход был в 90-х, но вроде бы очень потихоньку выгребаем обратно. В дремучести мы в те времена еще не знали об инклюзивном капитализме и пользовались мантрами о либеральном свободном рынке, которые тогда и избавили экономику почти от всего, что сложнее насоса, погруженного в дырку в земле. С приходом ВВ стали выбираться из этого. Но теперь есть предпосылки, что реализуется в некой степени зеркальная картина. И в подобной ситуации могут оказаться наши заклятые партнеры. Наиболее вероятный среднесрочный сценарий – стагфляция. Это падение производства и потребления, а значит и реальных продаж, на фоне сильной инфляции. Фундаментальной причиной этой инфляции издержек является исчерпание углеводородно-молекулярной техноэнергетической эпохой пределов своей энергетической эффективности. Форма, в которой это проявляется – не обеспеченные эмиссии. Они и являются потенциалом для инфляции. В этом плане достаточно загадочным является поведение нашего ЦБ по борьбе с инфляцией. Причиной раскручивания глобальной мировой инфляции по большей части является эмиссия западных ЦБ. Мы эту инфляцию просто импортируем через удержание курсов их валют к рублю. А повышение ставки по рублю просто режет внутренний спрос и уменьшает внутренние инвестиции. Интересно, каким образом наш центральный банк хочет своей ставкой повлиять на растущие денежные
массой светлоликих валют. Вообще-то постепенно нужно просто опускать их курс к рублю. Не обвально, а постепенно в соответствии с их реальной инфляцией. Но, может быть, есть какие-то скрытые резоны, неизвестные простым смертным, типа, как в известном стихотворении Лермонтова: «Мы долго, молча отступали». Досадно было, боя ждали. Но медленное постепенное опускание валют к рублю как раз и будет точным аналогом отступления Наполеона по разоренным территориям. Поскольку угроза сырьевой инфляции все реальнее, то пока только наметившееся падение сырьевых цен в долларах будет не более чем коррекция роста последних 1,5 лет после как бы ковидной просадки. Эта коррекция может быть достаточно сильной, но новые минимумы в сырье ниже минимума 2020 года очень маловероятны. Может быть, только если цены отражать в золоте. На самом деле ковид был только поводом эту просадку устроить, чтобы отодвинуть угрозу инфляции. Но такой подход – аналог глушения таблетками симптомов при болезни, вместо устранения ее настоящих причин. В прошлом ролике «Золото доллар 3», часть 1, мы закончили на том, что обозначили более вероятные и менее вероятные крупномасштабные сценарии на 10-15 лет. Более вероятным является сценарий глобального долгосрочного роста золота. Он является отражением бессмысленной и беспощадной эмиссии ФРС и прочих развитых ЦБ. Пользоваться этой эмиссией, конечно же, надо. Нужно кататься на пузырях, которые она надувает. Нужно пользоваться кредитом, если это осмысленно. Но нужно четко помнить, что это чисто инфляционные пузыри. И в определенный момент из них нужно выходить в деньги. Но в деньги более твердые, чем доллар, то есть в золото. Возвращаемся к графику золота. Это очень крупномасштабный график со свечами 2,5-3 года. Сейчас мы говорим о продолжении вот этой крупномасштабной тенденции, вот этой менее масштабной ее составляющей. Это среднесрочное движение с 2016 по 2021 год, ну то есть по сегодняшний день, по 2020 год. Эту коррекцию лучше видно в месячном масштабе, переходим в него. Вот так график выглядит весь, который мы смотрели в месячном масштабе. Мы сейчас работаем вот с этим фрагментом и смотрим вот эту зону. Так вот ее вернем. В прошлом ролике мы определили, что зоной разделения крупномасштабных сценариев с горизонтом тенденции не менее нескольких лет является зона, ограниченная уровнями 1670, вот этот уровень, и уровнем 2090. То есть этот диапазон разделяет крупномасштабные сценарии. Пробой вверх уровня 2090, если он произойдет, будет означать рост вероятности перехода золота в первую зону, которую мы определили в прошлом ролике как 2300-2650. То есть вот в эту зону. С наибольшей вероятностью тогда уйдет золото. Пересечение вниз границы 1670 – критерий увеличения вероятности продолжения или, может быть, углубления коррекции. Особенно если будет пробит уровень 1350. Тогда, в первом случае коррекция вот в эту зону произойдет. В случае, если 1350, то коррекция уйдет ниже, может быть, даже ниже вот этого минимума. Зона 1670 2090 достаточно широкая, и нам необходимы сценарии поведения золота внутри этой зоны. И, может быть, какие-то более узкие критерии для того, чтобы, скажем так, работать с рынком. В ближайшие 2-3 месяца зона наиболее вероятного нахождения золота диапазон 1680-1920, обозначенных синими линиями. То есть это вот эта вот зона 1680. Это верхняя граница 1920.
Пробой вверх уровня 1920, вот этого, будет означать переход золота в новую зону 1820-2050. $1820. $2050. В случае, если произойдет вверх уровня 1920, вот этого, то это даст еще большее увеличение вероятности пробоя вверх границы разделения крупномасштабных сценариев, то есть уровня 2090, вот этого. То есть пробой вот этого уровня обозначает резкое увеличение пробоя вот этого уровня. Критерий отмены и корректировки этого сценария — пробой вниз 1670. Это вот как раз нижняя граница зоны разделения сценариев. Но есть еще признаки увеличения вероятности пробоя уровня 1920 и перехода золота в диапазон 1820-2500. То есть это вот этот вот. Один из них уже реализован. И поэтому в ближайшие 1-2 месяца зона наиболее вероятного нахождения золота, диапазон 1720, вот этот вот. Это вот нижняя его граница, такой тоненькой более тонкой синей линией обозначен. И верхняя граница 1860. То есть золото в ближайший месяц-два будет находиться вот здесь. Срок нахождения в этой зоне может увеличиться, но чем дольше золото будет в ней находиться, тем мощнее будет движение в направлении прорыва из этой зоны. То есть вот эта вот зона, чем дольше золото в ней будет находиться, хоть год, тем мощнее будет прорыв. Или вниз, или вверх. Но в случае, если будет пробит вверх уровень 1880, вот этот вот, то тогда с очень высокой вероятностью рост золота продолжится как минимум до марта-апреля. Но и там, скорее всего, будет только промежуточная консолидация. И рост может продолжиться до конца 2022 года, то есть вот примерно до этого времени, до начала 2023. То есть при пробое вверх уровня 1880 с очень высокой вероятностью золото будет расти от 4 до 12 месяцев. Такой рост очень сложно затолкать вот в эту щель между 1920 и 1880. Вот она, эта щель. 4-12 месяцев роста, практически невозможно. Поэтому с очень высокой вероятностью, если будет пробит уровень 1880, то и уровень 1920 будет пробит с высокой вероятностью. Критерий отмены этого среднесрочного сценария — пробой вниз уровня 1670. Опять нижняя зона разделения. Если это произойдет, то золото как минимум сходит до зоны 1460-1590. То есть вот куда-то сюда, вот в эту зону. И после этого перейдет к колебаниям в достаточно широком диапазоне. Примерно 1500-1750. Вот примерно в этом диапазоне будет колебаться. Коротко резюмирую все сказанное. Сейчас мы находимся в коррекции восходящего движения с 2016 по 2020 год. Коррекция с высокой вероятностью находится в завершающей стадии. Мы определили критерии перехода золота в верхний диапазон зоны разделения сценариев, в диапазон 1820-2050. Эти критерии последовательны. Первый критерий – пробой вверх уровня 1880, вот этого. Подчеркиваю и выделяю слово «если». Если это происходит, то золото наиболее вероятно будет находиться в росте или, по крайней мере, не падении в течение 4-12 месяцев. Критерий отмены этого сценария – пробой вниз уровня 1670, вот этого. Высокая вероятность роста в течение 4-12 месяцев в случае пробоя уровня 1880
делает почти неизбежным реализацию второго критерия – пробой уровня 1920 и переход золота в зону 1820-2050. Тогда оно будет вот в этой зоне находиться. Характер движения золота в зоне 1820-2050 вот здесь. Если произойдет пробой вверх уровня 1880, вот этого. И сценарий перехода из этой зоны в диапазон 2300-2650, то есть вот сюда вот. На данном этапе пока определить сложно. Можно только сказать, что в случае пробоя золотом вверх уровня 1880-1920, то есть вот этих вот, оно наиболее вероятно будет расти до конца 2022, начала 2023 года, примерно вот до вот этого места по времени. Дополнительные признаки увеличения или уменьшения вероятности перехода золота в зону 2300-2650 появятся только после пробоя вверх уровня 1880. Но главный критерий для увеличения вероятности перехода золота в зону 2300-2650 – это пробой вверх уровня 2090, вот этого максимума. Мы пока еще не успели посмотреть золото в других валютах и их позиционирование к доллару. Но забегая вперед скажу, что у основных валют, за исключением рубля, примерно такая же картина зоны разделения масштабных сценариев, как и у доллара. Но они находятся в разных фазах движения к золоту в этой зоне по сравнению с долларом. В первую группу валют, опережающих доллар по фазе роста золота, входят евро и мелкие европейские валюты, фунт и иена. Они уже реализовали критерий пробоя, идентичный пробою долларом уровня 1920. То есть они свои аналоги вот этого уровня уже пробили. И находятся в зоне аналогичной зоне 1820-1890. То есть они находятся в верхней зоне разделения сценариев. И вероятность выхода вверх из этой зоны у них уже выше, чем у доллара. Эти валюты пока быстрее доллара падают к золоту. И поэтому пока имеют тенденцию падения к доллару. Во вторую группу валют, отстающих от доллара по фазе роста золота, входят швейцарец, рубль, рупия и юань. Они сейчас больше тяготеют к нижней части аналога зоны 1680-1920. То есть они тяготеют к нижней части вот этой зоны. То есть больше склонны находиться вот здесь. И пока имеют более низкую вероятность перехода в зону, аналогичную зоне 1920-2090. То есть пока у них вероятность перехода вот сюда ниже, чем у доллара. Эти валюты пока медленнее доллара падают к золоту и поэтому пока имеют тенденцию роста к доллару. Рубль через несколько роликов мы будем смотреть подробно, но забегая вперед скажу, что глобальная картина масштаба 15-20 лет у рубля к золоту кардинально отличается от картины у доллара. И рубль имеет очень высокую вероятность пробоя максимума 2020 года, аналога вот этого места. Ко всему прочему, у рубля есть дополнительный фактор неопределенности, связанный с загадочной курсовой политикой Центрального банка. Зоны-то очень узкие. ЦБ достаточно ослабить рубль еще на 10-15%, и картина с его устойчивостью к золоту может резко измениться. Вопрос только в том, пробьет он этот максимум раньше доллара и, соответственно, будет находиться при этом в слабеющей к доллару позиции, или пробьет этот уровень позже доллара, и тогда будет находиться в росте к доллару. Чьи валюты раньше пробьют вверх уровень аналогичный 2090, то есть вот этот вот, для доллара, те экономики раньше перейдут к инфляционному сценарию и станут источником ресурсов для выхода из кризиса тех стран, чьи валюты перейдут этот уровень позже. В ежемесячных прогнозах мы будем эту ситуацию отслеживать и комментировать. Здесь необходимо сделать пояснение. Как я уже говорил раньше, основной причиной оттока капитала является не динамика национальных валют к золоту. Это только следствие. Причиной являются ошибки в долгосрочных стратегиях развития национальных экономик.
и стратегиях финансирования их развития. Золото в данном случае выступает лишь красными чернилами, которыми эти ошибки помечаются. Но несомненно, что занимая определенную позицию по отношению к золоту, экономикой страны, можно сильно влиять на эти режимы финансирования. На нынешнем этапе кризиса деньги экономикам нужны уже не для создания новых активов, а в основном для перекредитовок, перегруженных долгами экономик. Битва между странами перешла именно на этот уровень борьбы за кредитные ресурсы. Причины этого очевидны. Наращивать продажи, а значит и производство, практически невозможно в условиях нерастущего в натуральном выражении глобального рынка. И рост продаж сейчас в основном чисто инфляционный, а долги у всех огромные, кроме России и в какой-то степени Индии. Поэтому битва за ресурсы идет для целей перекредитовки, так сказать, для управления пассивами. У США пока, естественно, фора. Они это средство кредитования себя пока легко рисуют. Но инфляционный навес уже достаточно велик и ограничивает возможности использования эмиссии как универсального оружия своей экспансии. Аналогично с процентными ставками. Все закредитованы, и любое неосторожное движение с повышением ставок может привести к волне банкротств у себя дома. Поэтому потенциал традиционных финансово-экономических рычагов для реальной борьбы с конкурентами очень низкий. Все переходят, пардон за моветон, к нетрадиционным методам борьбы. Финансово-экономические рычаги – это аналог рациональных аргументов. Но когда рациональные аргументы заканчиваются, наступает время иррациональных. На языке 90-х рациональность – это когда терки на стрелке ни к чему не приводят, то возрастает и риск стрельбы. Именно этот контекст усиливается во всех политических темах с начала десятых годов. В этом смысле примечателен запланирован на 9-10 декабря саммит демократий. Очевидно, что он направлен на формирование молчаливо одобряющей массовки и военно-экономического резерва для призыва в реальные блоки против России, Китая и Ирана. Турция и Венгрия, как неприглашенные, похоже, кандидаты на пополнение этой тройки. Неприглашение Венгрии – это аккуратный знак, ультиматум старым аристократическим европейским элитам и Ватикану. Аккуратный, потому что некоммерческая организация Ватикан еще несколько лет назад была самым крупным владельцем золота. Самым крупным она перестала быть несколько лет назад. По всей видимости, после передачи части золота в траст, похоже, Ротшильдом, вторым не самым маленьким владельцем золота. А с такими оппонентами неаккуратно вести себя не рекомендуется. Как известно, управление производится при помощи кнута и пряника. Судя по сценарию, разыгранному Штатами в Афганистане и кидалову ими французов на 70 подводно-лодочных миллиардов баксов, последние пряники кончились на Майдане. Большинство элит, как правило, пребывает в состоянии рефлексии по поводу удовлетворенной или упущенной жадности. А как известно, сильнее жадности только страх. Именно это организаторам саммита и необходимо сейчас больше всего. Именно страх. Поэтому для саммита нужен какой-нибудь кнутопогоняльный хайп, чтобы наглядно и сочно попугать окормляемых тем, какие Россия и Китай ужасные и страшные. И что вот-вот, уже совсем скоро, на всех нападут. Подошло бы что-нибудь вроде Донбасса тайваньской агрессии. Декорации все уже готовы. Среднесрочная картинка валютных рынков отражает какие-то процессы, которые в горизонте года-двух могут привести к очень серьезному росту доллара. По крайней мере, к валютам развитых стран. Это усиление доллара позволило бы спихнуть остальные валюты в зону гиперинфляции, стянуть на себя ресурсы и по факту создать благоприятные условия для формирования валютной зоны доллара на базе большинства экономик развитых стран. Все уже готово. Мусульман в Европу напущено, традиционная энергетика в Европе сильно ранена, газ вверх дернут так, что зимой местами придется выбирать между голодом и холодом. К России негатив с ценами на газ для придания народному гневу правильного направления уже почти примазан. Нефтерынки пробно вниз качнули. На российском валютном рынке первую предварительную импульсную волну в долларе нарисовали.
Зеленский приведен в состояние почти неадекватной истерики, в которой вполне может что-нибудь насаакашвилить. Российских дипломатов от НАТО отослали. Бойцов своих из Афгана подальше от Ирана, России и Китая вывели. С Ирана, несмотря на то, что он все еще держит в кармане фигу по поводу убийства своего генерала, уже примерились часть санкций снять, чтобы плеснуть на рынок нефти. Как было сказано героем Шукшина в классическом фильме, народ к разврату готов. Но Си непроницаем, как Будда. И до Олимпиады, пожалуй, точно ни во что ввязываться не будет. И Путин никак не хочет воевать ни с Украиной, ни с Польшей, ни с Азербайджаном. Вообще-то лучше бы со всеми и сразу. А наш президент крутит восьмерки и проваливает атаки, не принимая их на защиту. Это термин из единоборств, означающий, что обороняющийся очень аккуратно расходует силы и заставляет это делать противника. Минимальными усилиями разрушает его атаки и готовит тем самым условия для собственной молниеносной контратаки, когда вероятность ее успеха будет максимальной. А иногда еще специализирующийся на гиперзвуковом пацифизме президент России позволяет себе еще и глумиться. То капитализм себя исчерпал, то как вдруг сконцентрирует для вторжения на Камчатке, прямо на границе с Украиной, отдельную роту аэродромно-технического обслуживания. Но все не выходит. У Байдена-мастера каменный цветок. Такими темпами, если ничего великого и ужасного не удастся к саммиту замутить, он рискует стать тенью. Нет, не отца Гамлета, а 26-го съезда КПСС. А про главного докладчика, перефразируя старую шутку, можно будет загадать загадку. Брови белые густые, речи длинные пустые. Кто это? Если не удастся смастерить хоть какой-нибудь хайп, то не продадут так Штаты и банкиры слона. Но ресурсы потрачены, позиции открыты. Если Россия и Китай удержат свои ситуации от обвального падения, то, как я раньше уже говорил, судя по текущему состоянию валютного рынка, Штатам придется валить валюту союзников и каннибалить ими. Если Германию при этом опустят слишком сильно, то вполне возможно, что внутри Евразийского союза может возникнуть аббревиатура «Тигр», составленная из слов Турция, Иран, Германия, Россия. Тем более, что следующий год по китайскому календарю так и называется «Белый металлический тигр». И сертификацию Северного потока Германия перенесла почему-то прямо в начало именно этого года, но только по китайскому календарю. Символизм и знакизм какой-то сплошной, однако. Но если Индии сильно понравится Су-75, гиперзвук и перспективы энергетики на быстрых нейтронах, то, может быть, для произнесения аббревиатуры «Тигр» придется очень сильно улыбаться, длинно растягивая при этом в этом слове двойную букву «И». По традиции, во время улыбки можно махать рукой. Прогноз по золоту на 3-9 месяцев будет корректироваться ежемесячно. Постепенно, по мере рассмотрения нами новых рынков, будут добавляться ежемесячные прогнозы и по ним. Для того, чтобы показанный сегодня прогноз не выглядел абстрактно, в следующем ролике будет пример его использования для планирования управления позицией в золоте на ближайший месяц-полтора. Как я говорил выше, предстоящий саммит демократии для формирования наиболее качественной статности требует какого-нибудь хайпового подтверждения. Пока рынок доллар-рубль и золото-рубль показали возможность такой провокации не очень сильно, а только разрисовкой предварительной импульсной волны в течение прошлого месяца. Но пока эта волна для доллара и золота в рубле имеет коррективный характер, частично корректируя падение доллара и золота к рублю аж с конца 2020 года. Первым сигналом, означающим, что вероятность какой-нибудь провокации растет, будет пробой максимума в прошлой неделе, отрисованный 22-26 ноября. Для доллара это пробой вверх уровня 75.89, 75.93, примерно так, за доллар. Для золота это, соответственно, пробой вверх 4.432 рубля за грамм. 4432 рубля за грамм. Подчеркиваю, это не прогноз, что так обязательно скоро будет. Это трактовка этого пробоя, если он произойдет.
Но тем не менее, исходя из показанных параметров роста золота и доллара к рублю за ноябрь, вероятность такого развития событий в ближайшие несколько недель достаточно высокая. Сила этих сигналов будет увеличиваться, если пробой максимумов ноября произойдет позже 13 декабря, то есть через пару недель. В зависимости от того, чей максимум будет пробит, это повод увеличить позицию в золоте или долларе как минимум на несколько недель. Но и это будет только сигналом средней силы о возможной серьезной провокации. Но если золото или доллар пробьют вверх свои максимальные значения четвертого квартала прошлого года, то есть 2020, соответственно 4910 рублей за грамм для золота и 81 рубль 18 копеек для доллара, то это будет означать, что ситуация достаточно серьезная. Такое движение рынков прямо сейчас маловероятно. И возможно только в одном случае, если они будут развиваться на основе только дневной или внутридневной динамики, то есть очень резко. Примерно так, как это было в феврале-марте 2020 года, то есть перед началом пандемии. Для этого, конечно, не мешало бы и нефть уронить куда-нибудь прилично, хотя бы в район 35-45 долларов. Но технически до саммита это видится очень маловероятным, слишком мало времени. Воистину помочь Байдену может только очень неожиданный и очень могучий хайп. Но если Штаты в ближайшие пару недель снимут санкции с Ирана и таким образом подбросят на рынок его нефти и смогут слегка дернуть процентные ставки, не обязательно даже по доллару, можно в Европе или Китае, а российский ЦБ и сам их поднимает, то тогда ситуация в сочетании с какими-либо провокациями может развиваться достаточно остро. Но такой разворот нефти, с одной стороны, даст ресурсов Китаю, то есть нефть подешевеет, ему это достаточно выгодно, и стабилизирует ситуацию в нем. С другой стороны, этому сценарию именно с Ираном сильно гадят англичане. Они хоть и без ресурсов, но игроки хорошие. Мы в наших ежемесячных прогнозах будем эту ситуацию отслеживать через движение рынков. Надеюсь, вам был полезен наш ролик. Если вы еще не подписаны на наш канал, то подписывайтесь, пожалуйста. А чтобы было о чем посудачить и поспорить, сбросьте ссылку на нас друзьям и знакомым. Всем желаю уверенности и блеска проницательной иронии в глазах. И до встречи на нашем канале.